Сегодня я расскажу вам о самой могущественной султанше Османской империи. Она вошла в историю как самая жестокая и беспринципная правительница, которая ради власти готова была убить своих сыновей и внуков. Из простой рабыни она превратилась в одну из самых влиятельных женщин Османского султаната. Ее жизнь была полна тайн, заговоров, политических и внутрисемейных интриг. Ее смерть стала ужасным концом жизненного пути и черным пятном в истории правления Османской династии. В султанский гарем все девушки попадали одинаково. В юном возрасте их похищали во время грабительских набегов. Многих девушек продавали в гарем к богатым беям, а самые красивые и талантливые попадали в султанский гарем. Затем девушка в течение нескольких лет обучалась наукам, правописанию, вышиванию, игре на музыкальных инструментах и танцам. Задачей этого обучения было только одно – понравиться султану и родить ему здорового наследника. Кисем попала в гарем точно так же. Нет достоверных данных о ее происхождении, однако считается, что она гречанка по имени Анастасия, дочь православного священника с острова Тинос. Ей дали имя Махпекер, что означает «луналикая». Еще одно имя – Кисем дал ей султан Ахмед, наложницей которого она была. Оно переводится как «самая любимая». Существует и другое истолкование этого имени – Кисем – лидер и вожак стаи. Возможно, уже тогда девушка проявляла свои лидерские качества. Ахмед стал султаном в 13 лет. У него еще не было наложниц и детей, что было очень опасно для династии. Поэтому в нарушение традиций его младший брат Мустафа был оставлен в живых, а не казнен по закону Фатиха. Еще Мустафа имел психическое заболевание и не представлял угрозу своему брату. На тот момент это спасло ему жизнь. Страной управляли визири, а Ахмед должен был обеспечить страну наследника. К тому моменту, когда Кисем попала в гарем Ахмеда, у него уже была одна фаворитка Махферуз. В 1604 году она родила старшего наследника Османа за несколько месяцев до того, как у Кисем родился первый сын Мехмед. Вначале Кисем не занимала исключительного положения в гареме, поскольку после Османа Махферуз родила еще как минимум одного сына. Девушки жили в постоянном соперничестве за влияние на султана. Благодаря своему уму и красоте Кисем стала любимой наложницей Ахмеда и победила в этой борьбе. Ахмед выслал в старый дворец мать своего первенца Махферуз, где она вскоре и умерла. Кисем стала главной фавориткой султана и родила ему множество детей. Точно доказано, что у них было 4 сына – Мехмед, Мурад, Ибрагим и Касым, 2 дочери – Айше и Фатьма. Также Кисем взяла заботу над сыном Махферуз и относилась к нему как к родному ребенку. Султан Ахмед умер очень рано, 27 лет предположительно от тифа. В результате политических интриг на трон взошел не его старший сын Осман, а его душевно больной младший брат Мустафа. Ходили слухи, что возведение на трон умственного отсталого Мустафы поддерживала Кисем Султан, чтобы не допустить наследования престола Османам и сохранить трон для своих сыновей. Несмотря на безобидность Мустафы, султан Ахмед дважды отдавал приказ удушить брата, но в последний момент в обоих случаях отменял свое решение. Первый раз это произошло из-за сильных резей в желудке султана, а во второй его сильно напугала гроза, в эпицентре которой оказался дворец Топкапы. После воцарения Мустафы Кисем Султан была отправлена в Старый дворец, куда традиционно отправляли всех наложниц и дочерей умерших султанов.
Мустафа пробыл султаном всего 3 месяца. Его психическое заболевание обострилось, и скрывать проблему было уже невозможно. 26 февраля 1618 года он был смещен, хотя и не был убит. Султаном стал 14-летний сын Ахмеда Осман. Он уважительно относился к мачехе и в 1619 году, будучи султаном, почтил ее 3-дневным визитом в Старом дворце. На правление Османа пришли сложные времена. В стране бушевала чума, долгие холодные зимы и голод. Султан был молод и неопытен. Он начал Хатинскую войну и лично возглавил армию. Перед началом этой кампании Осман приказал казнить Шахзаде Мехмеда, старшего сына Кюсем, опасаясь, что в его отсутствие его брата, который был младше него всего на 4 месяца, объявят султаном. Война была проиграна, что вызвало огромное недовольство у народа. Этим умело воспользовалась мать слабоумного Мустафы. В стране начались бунты янычар, Османа свергли с трона и убили. Слабоумный Мустафа во 2-й раз получил султанский трон. В этот раз он продержался у трона чуть больше года. Он часто впадал в полное безумие, бегал по дворцу и звал покойного Османа. Прямо на собраниях дивана сшибал с голов визирей тюрбаны. В стране разгорался конфликт между янычарами и сипахами, а в воздухе витала угроза гражданской войны. Духовники и великий визирь Кара Али Паша уговорили мать Мустафы согласиться на нисложение ее сына. Она согласилась при условии, что Мустафе сохранят жизнь. Так, 10 сентября 1623 года на османском троне оказался 11-летний сын Кесем Султан Мурад. Мустафу опять заперли во внутренних покоях дворца, где он проведет еще 14 лет своей жизни практически в полном одиночестве. Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу вам в отдельном видео. Кесем все эти годы провела в Старом дворце. Состояние постоянного страха за жизнь своих детей превратило добрую девушку в холодную, расчетливую женщину, готовую на все ради своих близких. Поскольку Мурад стал султаном в возрасте всего 11 лет, Кесем Султан стала регентом при малолетнем сыне. Она правила в течение 9 лет до тех пор, пока Мурад в 1632 году не взял правление в свои руки, отстранил мать от государственных дел. Власть Мурада продлилась всего 8 лет, но он успел оставить свой след в истории. С одной стороны, сильный правитель, который подавил все бунты, навел в стране порядок и военным путем расширил границы своей державы. Но с другой стороны, он оставил после себя память, связанную с казнями и террором. Во время его правления в живых оставались 2 его родных брата – Касым и Ибрагим. Мурад приказал казнить обоих. Касыма удушили, а Ибрагима спасла Кесем Султан, уговорив великого визиря не убивать единственного законного наследника. Султан Мурад умер так же, как и его отец, очень молодым, в возрасте 27 лет. Так как Мурад не оставил после себя сыновей, на трон взошел последний сын Кесем Султан Ибрагим. Большую часть своей жизни до восшествия на престол Шахзаде Ибрагим провел практически в заключении. На его памяти прошли казнь братьев Мехмеда и Касыма, 2 свержения султана Мустафы, свержение и жестокое убийство султана Османа. Эти потрясения не могли пройти бесследно для его слабой психики. Он страдал той же болезнью, что и его дядя Мустафа.
Когда к нему пришли, чтобы объявить его султаном, он испугался и решил, что посланцы – это палачи, посланные Мурадом. Забаррикадировавшись в своей комнате, Ибрагим открыл ее только после того, как ему принесли тело умершего брата. При правлении Ибрагима Кесем Султан снова получила власть, которую она потеряла во время правления Мурада. Султан Ибрагим также, помимо матери, пытался управлять страной, вникал в государственные дела и интересовался политикой. Постепенно отношения между матерью и сыном ухудшились. К тому же у Ибрагима начались проблемы с психикой. В результате вспыхнуло восстание, падишаха свергли янычары, и через несколько дней он был убит. Считается, что Кесем не возражала против убийства сына, считая его правление опасным, в первую очередь для себя. Новым правителем стал малолетний сын Ибрагима Мехмед. Учитывая, что его матерью была 20-летняя неопытная девушка по имени Турхан, регеншей при молодом правителе стала опять Кесем. Но невестка Турхан не сидела сложа руки. За 3 года она смогла заручиться большой поддержкой при дворе и начать серьезную политическую борьбу со свекровью. Кесем решила сместить Мехмеда, чтобы избавиться от его матери, а на место султана посадить другого внука Сулеймана, на мать которого она имела огромное влияние. Турхан все узнала и решила действовать на опережение. 3 сентября 1651 года в покое Кесем ворвались 20 воинов, верных Турхан. Кесем спряталась в шкафу, но ее быстро нашли и выволокли из гарема на улицу. Она отбивалась и пыталась вырваться из рук палачей, но участь уже немолодой женщины была предрешена. Ее избили, сломали пальцы, а потом задушили веревкой от штор. Кесем было 62 года. Ее трагическая смерть навсегда останется черным пятном в истории правления Османской династии. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал.